Всем привет, это Феллини и новое видео о том, как правильно играть префлоп. В предыдущем выпуске я рассказывал, с каким диапазоном правильно делать open raise. Его вы можете посмотреть где-то здесь. Ну а сегодня я расскажу о том, как правильно и корректно защищаться на бигблайнде против open raise. Поехали! Важный момент, size 3бета 4,5x, что соответствует примерно 10 ББ против открытия 2,25 ББ. И начнем мы с защиты ББ против ранней позиции, против ЕП. Вот вы можете видеть диапазон кола, это примерно 21,5%. Низ проходит по нижним двудырчатым гаперам, так назовем их. Дама 7 это самая слабая дама, которую мы защищаем. Мы защищаем всех королей одномастных. Из интересного тут также можно сказать, что не стоит защищать король 10, дама 10 и валет 10 против 2.25 ББ Open или выше. И в принципе их можно защищать против 2х. Против 2х там даже 10-9 разномастные будут уже пролазить. 3бетим здесь мы практически почти 6%. Мы 3бетим половину нижних коннекторов одномастных. Пропускаем 9-8. Как вы думаете, почему? Тут есть определенная логика, напишите в комментариях. Мы 3бетим всегда туз 5, туз 4 одномастные. В принципе, вы можете просто запомнить, что ББ против свободных пост туз 5, туз 4 одномастные всегда 3бет. Солвер делает это с какой-то частотой очень близкой к 100%. Мы для простоты просто округляем до сотки. Дальше валеты 3бетятся в половине случаев. Из интересного еще то, что вот туз-даму вы можете запомнить, что одномастная туз-дама 3бетится всегда на ББ против любой позиции. 10-9, валет 10, дама 10, король 10, туз 10 3бетятся в половине случаев, в половине коллируются, как мы видели. То есть также можем запомнить, что 3бетятся половина одномастных десяток. Туз валет, король валет 3бетятся в половине случаев. При этом дама валет, король дама 3бетятся всегда. Идем дальше. На МП мы защищаем колом уже 24% рук. Здесь добавляется из слабых дам дама 6, дама 5. Туз 5, туз 4 по-прежнему нет, как вы видите. Мы их играем 3бет, как я уже говорил. Также тут уже добавляются король 10, дама 10, валет 10, которые мы выкидывали против ЕП. Валеты здесь уже уходят в рейндж 3бета всегда. Никогда не колятся. Ну и, собственно, смотрим рейндж 3бета. Опять вот эти вот тоже вы можете запомнить. Нижние одномастные коннекторы до 9.8 3бетятся в половине случаев. Здесь туз валет, туз 10 3бетятся в половине случаев, а весь остальной одномастный бродвей 3бетится всегда. 10-9 одномастные также 3бетятся всегда. Рейндж 3бета 7%, то есть мы тут защищаем суммарно 31%. На катофе уже есть кое-какие интересные детали. Здесь зеленым также отмечены пограничные руки типа туз 5 разномастные, 10-9 разномастные, 5-2, 4-2 одномастные. Это не те руки, которые нужно защищать с 50% частотой. Это руки, которые можно защищать на NL 50+ против открытия 2.25 и ниже. Но стоит выкидывать на лимитах ниже NL 50. Что еще из интересного? Здесь мы защищаем все одномастные дамы, до валет 5 одномастных. Король дама разномастные в половине случаев уже уходят в 3бет. Здесь в 3бете все туз валет одномастные. Ну и, соответственно, туз 5, туз 4 также. И половина наших любимых нижних коннекторов идет в кол, половина в 3бет, как мы сейчас увидим. Туз 8, туз 9 это низ тузов, низ защиты разномастных тузов. Ну и про туз 5 разномастный я уже сказал. Соответственно, 3бет выглядит таким образом. 9% 3бета против катофа. Здесь есть вот такая рука, как валет 9 одномастные. Да, тут ее нет, все правильно.
Половина туз 10 одномастных, половина король дама разномастный. Ну и коннекторы, как я уже сказал. Переходим к защите против баттона. Здесь также есть руки, которые защищаются только на лимитах NL50+, и не защищаются ниже. Это туз 3, туз 4 разномастные. Разномастные коннекторы до 9-8. То есть 5-4, 6-5, 7-6, 8-7. И вот эти вот одномастные 3-2, 4-2, 5-2 и 10-2 одномастные тоже. На NL25 и ниже их защищать уже не следует. Туз-валет разномастные появляются в 3-бете в 50% случаев. Половину король 8, опять же, это не половина король 8, это мы их колем на NL50+, только если сайз не выше 2.25 у опена. Собственно, все остальное достаточно понятно и интуитивно. Здесь самое интересное, как по мне, это то, что теперь одномастные коннекторы мы трибетим просто все. То есть от 5-4 вверх запомнить легко. Тут добавляется еще валет 8, 10-8, такой у нас треугольничек тут образуется. Король-дама разномастные также все уже трибетятся. И это соответствует 12,7% трибета ББ против баттона. Теперь блайнд против блайнда. Рейндж кола у нас вот такой вот получается. Чуть больше, чем 40%. 3-2 одномастные мы по-прежнему не защищаем. Одномастные коннекторы в половине случаев колируются, в половине трибетятся. Вот здесь туз 4 уже играется колом. Но туз 5 вот легко запомнить, что в любой ситуации, если у вас туз 5 одномастная, не бойтесь, жмякайте трибет, не ошибетесь. Опять же, король 6, король 7, они могут защищаться только на лимитах NL50+. Да, у нас трибет ПВБ просто 3х, что достаточно логично и очевидно, как по мне, против открытия 3ББ, то есть, соответственно, 9ББ. 3бет у нас вот такой получается. Туз 4, туз 5, туз 6, туз 7 разномастные мы трибетим в половине случаев, в половине колем. Король 6, ну мы видим здесь половина кол, половина трибет, но если вы играете ниже NL50, я бы король 6, наверное, просто выкидывал бы. Граница была бы на король 7 где-то. То есть и здесь также присутствуют вот эти вот разномастные восьмерки, достаточно легко запомнить в половине случаев. И вот достаточно просто также запомнить, что 10-2, 10-4, валет 2, валет 4 всегда 3-бет. 10-5, 10-6, валет 5, валет 6 в половине случаев 3бет. То есть этот рейндж достаточно легко визуализировать. Половина коннекторов, как я уже сказал. И вот король валет, туз валет одномастные. Вот эти все руки, дама валет, дама 10, валет 10, король 10, туз 10 одномастные, мы просто играем через кол. И этот рейндж будет соответствовать 16% 3бета. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и в перспективе принесет вам много мешков денег. Ну а чтобы мне было приятно и полезно, обязательно поставьте лайк под этим видео и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски о том, как правильно играть префлоп. До скорой встречи. Пока-пока.